Панорамный проход из стекла возвышается над землей более чем на 1000 футов, когда под ногами слышно только эхо падающего ветра. Легкое дрожание настила становится вопросом доверия самому себе. Один из таких мостов, стеклянный мост в горах Китая, состоит из двух основных компонентов — металлического каркаса и панели из многослойного закаленного стекла, под которым открывается пропасть. Этот тип конструкции вызывает мгновенный прилив адреналина. Видимость прямо под ногами усиливает ощущение высоты и отсутствие опоры. Но за эффектом «гуляю над облаками» скрывается реальность. В провинции Хэбэй власти закрыли более 30 подобных объектов после того, как выявились проблемы с безопасностью и материалы не выдерживали нагрузки. Были зарегистрированы случаи травм и даже смертей. Стеклянные мосты массово появились в Китае, и тем самым риск вырос вместе с популярностью. Не меньшее впечатление производит тот факт, что некоторые из этих мостов задумывались не только как инженерный объект, но как аттракцион. В одном из случаев панели даже оснащали эффектом трещины под тобой, чтобы усилить страх. В результате власти признали, что игровой элемент неуместен в такой конструкции, и удалили его. Когда мост кажется подвешенным в воздухе и едва удерживает шаг, ощущение контроля ослабевает, сменяясь тревогой. Представьте узкий тросовый мост через глубокое ущелье или реку. Настил, кажется, дребезжит при каждом шаге, ветер дует, опоры едва заметны. В таких конструкциях часто используется простая система. Две стальные канаты основы и деревянные или сетчатые настилы между ними, без плотных боковых ограждений. Перекладины могут вибрировать, тросы растягиваться, особенно если много людей движется одновременно. Примером служат туристические подвесные мосты в горных районах, где одна из несущих канатов разрывается, и настил наклоняется. Люди отчаянно хватаются за перила и пытаются выбраться. В 2025 году в северо-западной части Китая на туристическом мосту разорвался один из подвесных тросов. Произошло падение десятков людей, как минимум 5 погибших и несколько десятков получили травмы. Ключевая техническая уязвимость таких мостов — усталость металла, особенно тросов и крепежей, которые подвергаются циклическим нагрузкам. Люди, ветер, перепады температуры. Если мониторинг слабый или замена компонентов отложена, риск обрушения становится реальным. Большая толпа, резкие движения, сильный ветер. Сочетание, которое может привести к катастрофе. Кроме того, психологический фактор играет роль. Когда настил начинает покачиваться, человек может паниковать, теряет равновесие, начинает хвататься за все, что под рукой. И в узком пространстве такая реакция опасна. Даже если конструкция в состоянии держать нагрузку, человек может упасть из-за собственной паники. Когда ветер набирает силу, мост превращается в качающийся объект, где стабильность меняется на шаткость. Конструкция, которая кажется прочной днем, при штормах может резко стать источником страха. Особенно уязвимы длинные висячие мосты и пешеходные переходы через каньоны и реки. Когда перила дрожат, настил скрипит, и шаг становится мерным балансом. Есть истории, в которых мосты подверглись шторму, канаты растягивались, настил развивался как качели. Известно, что японский мост через пролив подвержен сильным боковым ветрам. Инженерная память таких объектов длинна. Они проектировались с учетом ветра, но не всегда эксплуатация выдерживает экстремальные условия. Высота плюс ветер равно двойной риск. Технически ветровая нагрузка создает два типа проблем. Горизонтальные раскачивания, когда мост колеблется из стороны в сторону, и вертикальные, когда подбрасывает. Если резонанс совпадает с длиной волны ветра, возникает эффект махового действия, и конструкция может разрушаться даже без превышения веса. Поэтому современные мосты имеют демпферы, устройства, гасящие колебания. Но старые или плохо обслуживаемые мосты этим не обеспечены. Когда пешеход идет по такому мосту, он ощущает каждое качание и начинает ощущать, что ходит не по твердой дороге, а по лабиринту из движущихся частей. Даже если система рассчитана на нагрузку, ощущение нестабильности может испугать сильнее любых технических цифр. Реальная угроза. Не только обрушение, а потеря равновесия и паника. Когда настил едва шире вашей стопы, а бокового ограждения почти нет, шаг может ощущаться как движение на канате. В горных регионах или над глубоким ущельем встречаются пешеходные мосты с минимальной защитой, несколько стальных канатов по бокам или вовсе лишь сетка под ногами. Под вами дыра в земле или река, и нет уверенности, что защита справится. Такие конструкции нередко возникали как инженерная необходимость — обеспечить проход там, где другой мост недоступен. Но туристический поток, увеличение веса, погодные условия — все это быстро превращает их в объекты риска. Настил может дрожать, боковые канаты растягиваться, и если несколько человек одновременно переходят, тряска усиливается. Фактически шаг становится не прогулкой, а испытанием управления своим телом. Балансирует ли нога, не соскользнет ли доска, притормозит ли шаг вовремя.
Кроме того, отсутствие полноценного перила повышает риск паники. Если кажется, что баланс потерян, человек может сделать резкий шаг в сторону, и защиты нет. Мост, построенный десятилетия назад, может выглядеть изящно и величественно, но внутренне содержать слабые места. Усталость металла, коррозия, устаревшие расчеты – все это компоненты риска. Особенно если мост активно используется и нагрузка выросла с момента постройки. Исторические случаи. Один автомобильный мост на юге Канады зафиксировал ежегодные случаи повреждений из-за падающего льда с кабелей. Другой пример. Мост, построенный в 19 веке как железнодорожный, который рухнул из-за неподходящей конструкции к нагрузке и суровых зимних условий. Сейчас технические эксперты следят за трещинами, растяжениями, вибрациями. Но на таких конструкциях проблемы могут быть скрыты. Эстетика внешнего вида часто вводит в заблуждение. Пока видишь только металл и сталь, кажется надежно. Пока не начнутся трещины или коррозия. Для пользователя-пешехода или водителя важно. Мост может работать нормально до того момента, как нагрузка, время или погодные условия доведут его до предела. Когда же предел достигается, конструкция может подвести, и тогда единственное спасение – выходить из зоны риска как можно быстрее. Метка потом 10. Заброшенные переходы, мост, на который люди раньше шли ежедневно, теперь может выглядеть как арка мертвого тени. Овальный силуэт над рекой без освещения с отслоившимися досками или сеткой настила. Обслуживание прервано, ограждения ослаблены, и страх становится законом реальности. В местах, где движение давно прекратилось, мост привлекает рискованных любителей адреналина. Но конструкция не подготовлена к современному весу, материал устарел, балки могут быть сгнившими, ограждения заржавели. Один шаг на доску, и она может прогнуться. Один порыв ветра, и нет перил, которые бы удержали. Истории таких мостов часто рассказывают о падениях людей, спасательных операциях, закрытиях. Даже если формально переход безопасен на сегодня, ощущение нестабильности появляется мгновенно. Доски скрипят, сетка под ногами дребезжит, боковые тросы качаются. Переход становится решением внутреннего вопроса, действительно ли стоит идти дальше. Ведь история знает случаи, когда люди просто не вернулись. В этом такт страха. Иногда страх не в ветхости, а в масштабе. Есть мосты, которые поражают длиной, высотой или количеством пролетов, но именно эти характеристики и становятся причиной тревоги. Один из таких объектов – висячий мост Акаси-Кайкё в Японии, простирающийся почти на 13 тысяч футов. Он входит в число самых длинных подвесных мостов в мире и возвышается над морем на высоте более 200 футов. При всей своей грандиозности такие мосты могут пугать не меньше, чем заброшенные. Идущий по нему человек чувствует, как сильный ветер раскачивает все тело, металлические тросы начинают петь, а сама конструкция дрожит под тяжестью машины и вибраций. Особенно это ощущается в середине пролета, где нет визуальной связи с берегом, и кажется, что ты просто висишь над бескрайним пространством. Огромные размеры таких мостов делают их уязвимыми к погодным условиям. Сильные штормы, землетрясения, ледяной дождь – все это усиливает вибрации. При недостаточном техническом контроле или устаревании демпферов, систем гасящих колебания, даже самый прочный мост может стать опасным. Масштаб также означает высокую стоимость обслуживания. А значит, любое отложенное решение по ремонту или проверке может привести к последствиям. Мосты-рекордсмены – это не только инженерное достижение, но и постоянное напряжение на грани возможного. Когда вы стоите на середине такого моста и вокруг только ветер, сталь и дрожание, размер становится не символом величия, а напоминанием, насколько человек мал перед природой и конструкцией. Некоторые мосты расположены прямо над каньонами, ущельями или водопадами. Высота сотни, а то и тысячи футов. Пример. Мост над каньоном Тароко на Тайване, где природная красота сочетается с давящим страхом. Здесь даже плотное ограждение не спасает от ощущения открытой пропасти. Что делает такие мосты особенно страшными? Это эффект открытого пространства. Под вами не просто глубина, а целый пейзаж, уходящий вниз на несколько уровней. Даже самые прочные конструкции в такой локации воспринимаются иначе. Шум воды, ветер в ущелье, эхо шагов усиливают напряжение. Психология здесь играет решающую роль. Когда нет визуального замыкания пространства, у человека возникает иллюзия нестабильности, даже если мост прочно закреплен. Добавьте к этому влажность от водопада, внезапный ветер или резкое изменение освещенности, и каждый шаг дается все труднее. Поддержание таких мостов в рабочем состоянии – вызов для инженеров. Добраться до опор сложно, влажность ускоряет коррозию, а любое землетрясение может изменить геометрию ущелья. Поэтому каждая проверка требует времени и ресурсов. Смелость здесь измеряется не шагами, а способностью преодолеть голос внутри, который требует вернуться назад. Особенно, когда вся земля под ногами кажется тонкой ниткой над пропастью. Мосты, по которым движутся поезда, добавляют к высоте и вибрациям еще и фактор скорости.
Когда локомотив проносится по узкой стальной полосе над пропастью, ощущение опасности многократно усиливается. Один из таких — мост в Бангладеш, железнодорожная переправа, известная своей высотой и минимальной защитой. Для пассажиров, особенно в старых вагонах, это может быть настоящим испытанием. Мост дрожит, скрипит, а вид из окна — открытая бездна. Инженеры проектируют такие мосты с запасом прочности, но усталость металла и вибрации от многолетней эксплуатации могут вызывать серьезные проблемы. История знает случаи, когда железнодорожные мосты разрушались. На Алабамском мосту в 19 веке поезд сошел с рельс из-за неустойчивой конструкции, погибли десятки. А в более современные времена проводились эвакуации поездов, когда рельсы деформировались под жарой или холодом. Проблема еще и в том, что у машиниста мало времени на реакцию. Если появляется трещина или поломка на пролете, поезд уже не остановить. Поэтому такие мосты проверяются чаще, но это не исключает риска. Железнодорожный мост — это не место для ошибок. Он несет в себе колоссальную кинетическую энергию, и малейшее отклонение от нормы может стать катастрофой. Вождение по мосту — привычное дело, но некоторые мосты заставляют нервничать даже самых опытных водителей. Особенно если они узкие, старые, с крутым уклоном или ограниченной видимостью. Один из самых известных — мост Чесапик-Бэй в США, где тысячи водителей ежегодно страдают от акрофобии. Этот мост протяженностью более 20 миль проходит над открытым заливом и подвержен сильным ветрам. Даже в ясную погоду водителю может казаться, что он парит над водой. В плохую же машина дрожит от ветра, а руль становится тугим. Интересно, что существует целый сервис, где люди платят профессионалам, чтобы их провезли по этому мосту. Страх настолько велик, что человек отказывается вести автомобиль сам. Это говорит о масштабе воздействия. Даже внутри машины с ремнем и подушкой безопасности можно чувствовать себя незащищенным. Проблема усиливается, если мост имеет резкие повороты, подъемы или спуски. Особенно опасны ситуации, когда встречный поток слишком близко, а между вами и водой только низкое ограждение. И если машина кажется защитой, то на таких мостах она может стать ловушкой. Одно неверное движение, и масса железа срывается в открытое пространство. Процесс возведения моста сам по себе опасен. Рабочие находятся на огромной высоте, без полной защиты, балансируя над пропастью. Даже с современными технологиями это остается одной из самых рискованных профессий. История знает множество трагедий. Во время строительства моста Sunshine Skyway во Флориде буря сбила кран, и часть конструкции рухнула в воду вместе с рабочими. Погибли десятки. Подобные случаи происходили и на других объектах, от Индии до Бразилии. Причины могут быть разными. Погодные условия, технические ошибки, усталость металла, отсутствие должного контроля. Но результат часто один — человеческие жертвы. Некоторые мосты начали свое существование с катастроф, наложив отпечаток на всю их последующую историю. Кроме того, в процессе строительства часто используются временные опоры, которые не рассчитаны на сильную нагрузку. Если расчеты были ошибочны или материалы подвели, конструкция рушится до момента, как будет закончена. Такой мост словно проклятие. Он еще не принят в эксплуатацию, а уже отнял жизни. И когда он все-таки открывается, память о строительстве остается навсегда. Старые мосты часто становятся памятниками архитектуры, но за величием скрываются усталость металла, ослабленные опоры и инженерные стандарты прошлого. Некоторые из них были построены еще в 19 столетии и до сих пор используются. Один из таких — мост Форт-Пойнт в Сан-Франциско, соединяющий старую военную базу с городом. Ему более 150 лет, и хотя он прошел реставрацию, время оставило следы. Каменные основания, изначально заложенные под парусные суда, сегодня выдерживают вес современных автомобилей. Проблема в том, что методы расчетов и материалы тогда и сейчас — это разные миры. Старый кирпич, ручная кладка, отсутствие антикоррозийной обработки — все это делает такие мосты особенно уязвимыми. Даже если снаружи он выглядит величественно, изнутри возможны трещины, осыпание раствора, потеря сцепления. Периодически возникают скандалы: закрытие моста, ремонт в спешке, экстренное укрепление опор. Но до этого момента по нему могли проходить тысячи машин и пешеходов. Один старый мост в США был признан аварийным только после того, как часть бетонного ограждения рухнула на проезжую часть. Эти мосты, как старые замки, красивы, но требуют постоянного присмотра. И когда над вами трещит небо, а под ногами вековая конструкция, сомнение в ее прочности становится настоящим испытанием. Некоторые мосты обросли зловещими историями, от появления призраков до таинственных исчезновений. Один из самых известных — мост Овертон в Шотландии, где десятки собак якобы прыгали вниз без причины. Ученые пытались объяснить это запахами животных, но точного ответа так и не дали. Другие мосты стали местом страшных легенд. Мост Дуга в Западной Вирджинии, на котором, по слухам, появляются силуэты погибших рабочих. Или мост, на котором в ночное время слышны крики и стуки, несмотря на отсутствие людей. Интересно, что в некоторых случаях именно популярность страшных историй заставляет людей идти туда.
Туризм на страхе– отдельная категория. Но это также усиливает риск. Люди идут в ночное время, без подготовки, без соблюдения правил безопасности. Важно понимать, многие из этих историй– фольклор, слухи, домыслы, но страх они вызывают вполне реальный. И если человек идет по мосту, на котором, по его мнению, когда-то произошло что-то зловещее, каждый звук, каждый скрип воспринимается иначе. Сами конструкции таких мостов зачастую старые, полуразрушенные, с плохим освещением. Это и создает ту самую атмосферу тревоги, которая подпитывает легенды. Современные мосты выглядят как технологическое чудо. Автоматические сенсоры, гибкие материалы, интеллектуальные системы контроля. Но даже они могут вызывать страх, особенно если речь идет о совершенно новых, нестандартных подходах. Пример моста Мийо во Франции, построенного на тончайших опорах, парящих в воздухе. Он выше Эйфелевой башни и при этом настолько легок визуально, что кажется невесомым. Многие не могут поверить, что такая конструкция может выдерживать сотни тонн. Другие современные мосты строятся с применением углеродных волокон, композитов и материалов, которые в обиходе людям не знакомы. Это рождает недоверие. Если бетон или сталь можно понять, то как работает графен или стеклопластик, для большинства остается загадкой. Кроме того, умные мосты, реагирующие на вибрации, колебания, движения транспорта, могут менять жесткость, регулировать освещение или даже предупреждать о надвигающемся шторме. Все это звучит как фантастика и потому может вызывать тревогу. Технологии делают мосты легче, быстрее, дешевле, но иногда именно это ощущение ненадежности напрягает. И когда едешь по такому мосту, хочется вернуться к старой доброй стали. Некоторые мосты получают дурную славу не из-за трагедий или легенд, а просто из-за ужасающего внешнего вида. Один взгляд, и понимаешь, что туда нога не ступит. Это может быть тонкий деревянный настил, висящий на ржавых тросах, или бетонный пролет с трещинами и провалами. Мост Гуасауанта в Перу. Яркий пример. Узкий, без перил, с покосившимися балками, висящий над горной рекой. Там нет никакой страховки, и люди идут по нему, балансируя как акробаты. Каждый шаг может стать последним. В некоторых регионах такие мосты – единственный способ перейти с одной деревни в другую. Люди пользуются ими годами, потому что выбора просто нет. И это делает их еще страшнее, ведь риск стал обыденностью. Некоторые мосты закрываются, но местные все равно продолжают ими пользоваться. Появляются самодельные ремонтные участки, доска, прибитая на проволоку, старый ремень вместо перил. Такой мост становится не просто пугающим, он превращается в символ борьбы с обстоятельствами. Даже если с инженерной точки зрения мост еще может выдержать вес, страх уже победил. Люди, видевшие, как кто-то срывался, рассказывают. Он шел и вдруг исчез. После такого ей никакие гарантии не помогут. Мосты не просто конструкции. Это тонкая граница между безопасностью и страхом, между жизнью и бездной. За каждым пролетом инженерная работа, человеческий фактор и история. Кто-то испытывает гордость, переходя по ним, а кто-то замирает, делая шаг. Мы увидели мосты, которые пугают размером, состоянием истории и даже технологиями. Где-то страх вызван реальной угрозой, где-то психологическим напряжением. Но в каждом случае мост становится испытанием. В мире есть тысячи мостов, одни из них надежны и безопасны. Другие напоминают, что шаг в пустоту всегда ближе, чем кажется. Важно помнить, даже самая красивая конструкция может скрывать слабое звено. Поэтому каждый раз, когда мы ступаем на мост, особенно тот, который зовет испытать страх, стоит спросить себя, а точно ли он выдержит? Потому что иногда страх – это не фантазия, это опыт, за которым стоят имена, даты и разрушенные конструкции.